Полноразмерные наушники со стильным и минималистичным дизайном, качественными материалами, удобной регулировкой оголовья и чашек, гибридным активным шумоподавлением до 40 дБ, режимом прозрачности, великолепным приложением с 12 готовыми эквалайзерами, приятным звучанием и шикарным временем автономной работы до 70 часов. Обо всем этом я прочел, разумеется, как и вы, в рекламе к наушникам под названием Baseus Bowie H1. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я, как всегда, сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня наш великий ужасный Baseus очередной раз будет у меня на обзоре. Чем хорош Baseus? В первую очередь, разумеется, ценником. Во вторую очередь, что они за этот ценник нам обещают, во всяком случае. Обещают они нам активное шумоподавление, обещают они Bluetooth версии 5.2, и это хорошо. Обещают у нас шумоподавление для микрофонов. 40 мм драйвера стандартно, мониторинг мод и 70 часов батареи жизни. Обычно это 60. Ну, посмотрим. Вот так была убита коробка Почтой России. Я ее сейчас доубиваю. Я думаю, она сильно не расстроится. Простите за вандализм, но это все не актуально. Почему? Потому что вот, выглядят они прям классно. Еще матовые, еще необычной формы. Примеряю left и right. И продолжаю банкет из разряда документация. Что у нас здесь есть? Наклеечки. Документация сейчас смотрим, есть ли на русском языке или нет. А есть руководство пользователя, прям все по фэншую. USB Type-C. Кабель топорный, неприятный. Сразу минусы. Мы видим эти великолепные полноразмерные наушники и понимаем, что они идут по хуавеевскому злому пути. А основа этого злого пути, разумеется, это что? Правильно, отсутствие мини-джека. То есть все, что мы можем предложить вам, это Bluetooth. А шарниры здесь металлические. Это дело очень похоже на соневские, но ходят они намного легче. И ход маленький, по мне, опять же. 293 грамма, и ощущаются они почему-то легче. Внутри ушки 63 миллиметра на 38. Для меня они, еще раз повторяюсь, полноразмерные. Протестирую, посмотрю. Плохо. Еще раз повторяю, что нет мини-джека. Может быть, они по Type-C могут передавать, но я очень сильно сомневаюсь. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Помимо этого, напоминаю, что iPhone 14 разыгрываю еще OnePlus Nord N20 SE и еще всякого по мелочи. Читаем описание, все розыгрыши. 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Поставляется данная модель в серой и бежевой расцветке. Внешне наушники выглядят привлекательно, дизайн интересный, но мне лично больше нравится, когда чашки овальные, а не прямоугольные с закругленными краями. Основная часть выполнена из хорошего матового пластика, а также есть металлические части. Сборка отличная, ничего не люфтит и не издает посторонние звуки. Оголовье довольно мягкое, но при длительном прослушивании музыки оно доставляет небольшой дискомфорт. Сила зажима умеренная, с головы просто так наушники не слетают. Для спорта они однозначно не подойдут, так как будут постоянно слетать, что неудивительно. Размеры регулируются максимум на 3 сантиметра. Механизм бесступенчатый, многим будет это удобно. Чашки, к сожалению, не складываются, что делает момент переноски не совсем удобным. Ко всему в комплекте не было никакого бокса или чего-то подобного для переноса. Поворачиваются чашки приблизительно на 100 и 30 градусов в разных плоскостях. Далее, амбушюры качественные, имеют эффект памяти, но снять их с чашек у меня не получилось. Я уверен, что те, кто умеет, они снимут, если надо будет. Посадка данной модели неплохая, но, как по мне, она слегка топорная. Скажем так, что я привык к более мягкой посадке. Также на самих наушниках можно заметить надпись Baseus, маркировку Left и Right во внутренней части чашек, LED-индикаторы, разъем USB Type-C для зарядки, микрофоны. На правой чашке 3 физические кнопки, такие как кнопка включения-выключения и вход в режим сопряжения и кнопки регулировки громкости. На левой чашке есть кнопка ANC активного шумоподавления для включения-выключения режима активного шумодава или режима прозрачности. Из команд также на борту play-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова и
вызов голосового ассистента. На нажатие наушники откликаются моментально, что хорошо. Команды сопровождаются системными звуками, которые, честно говоря, не очень приятные. В приложении есть возможность настроить нажатие, но все довольно скромно. Разъема мини-джек нет, к нашему сожалению, летим дальше. Оснащены наушники 40-мм драйверами для обеспечения стереозвука на 360 градусов. Частотные диапазоны от 20 Гц до 20 кГц, активное гибридное шумоподавление до 40 дБ на борту, ANC показал себя отлично. На улице посторонний шум глушит данный режим хорошо. Технологии используются Dual Feed, пассивная звукоизоляция приемлемая, но не идеальная. Режим прозрачности не раздражительный, вдобавок разговаривать с собеседником, не снимая наушники, удобно и возможно. Кто бы мне сказал когда-нибудь, что в бюджетных ушах будет такая функция, да? За данные функции плюс, так как они все работают корректно. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после включения сразу. Мультипоинта я не обнаружил, как и датчиков автопаузы. Об анимации при подключении производитель не заявлял. Емкость аккумулятора наушников 400 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 36 минут, что довольно быстро. Производитель заявляет, что данная модель может отыграть до целых 70 часов, и в моем случае они отыграли по кодеку AAC на 65% громкости, без применения эквалайзера и без включенного активного шумодава не более 55 часов. И несмотря на все это, время автономной работы просто отличное. Быстрая зарядка на борту и 10 минут по заявлению производителя дают нам 10 часов. У меня получилось 7. А водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Baseus. Приложение, разумеется, доступно на русском языке, но перевод очень плохой. Само приложение удобное и интерфейс выглядит приятно. Скажем так, я считаю, что Baseus это первый блин, и он, разумеется, комом. На главной странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. Это вкладка с наушниками, в которой можно переключать режимы шумоподавления, воспользоваться 12 готовыми пресетами эквалайзера или создать свой собственный кастомный, что особенно удобно и must-have. Хорошо, что оно есть. Вторая вкладка — это карта для поиска наушников, и третья вкладка — это настройка наушников. В настройках есть возможность включить-выключить режим низкой задержки, переназначить нажатие и обновить прошивку. К слову, прошивка мне уже прилетала, и однозначно активный шумодав ANC и режим прозрачности стали куда лучше работать. Что радует. Bluetooth почти последней версии 5.2, это круто, из кодеков на борту только AAC и SBC. Через 2 стены не отваливались они у меня, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка с включенным режимом низкой задержки приемлемый и играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофонов в общей сумме 4 штуки. Они, разумеется, оснащены технологией шумоподавления во время звонков. Отрабатывают они, как по мне, хорошо. Внешние шумы глушат и голос сильно не искажают. Примеры сейчас услышите. Пример работы микрофонов Baseus Bowie H1. Это беспроводные наушники. К сожалению, по проводу их подключать нельзя. Микрофоны, вот сейчас как работают, это идеальное помещение. Помещение для распаковки. И вам легко сравнить, насколько хорошо будет работать этот микрофон и микрофон, допустим, который работал на распаковке шуровский. Смотрим. Звучание. Громкости с запасом мне лично хватило 65% громкости. Напомню, что в приложении есть готовые эквалайзеры и кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются хорошо. Так что каждый сможет настроить звучание под себя. Звучание приятное и сбалансированное, басы глубокий и средний бас в наличии с ощущением многослойности. Середина звучит объемно, а высокие имеют легкий акцент, который не мешает. И при этом они хорошо проработаны. Сцена значительно шире средней. Инструментал, как и вокал, звучит отчетливо и естественно.
детальности достаточно. Прослушивая различные жанры музыки, я доволен звучанием данной модели, опять же, учитывая стоимость. За свою стоимость они показали себя прям очень живенько. Минусы: нет возможности сложить наушники, нет кодеков высокой четкости, нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет мини-джека, это прям совсем-совсем плохо, нет возможности полноценно настроить нажатие. Они прям пошли по пути Huawei с их Studio. Кстати, можете и Huawei-вские полноразмерные посмотреть на канале, обзор тоже был. И они тоже были хороши, правда, дороже значительно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же, если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Допустим, вчера был нормальный сейл для Realme GT Neo 3T. Отдавали по 21 тысячи. Может быть, он еще движется, поэтому смотрим телегу, приобретаем что надо. Напоминаю, что у нас сейчас коллапс легкий. С 1 по 10 октября будут снимать таможню свыше 200 евро. Потом вернут свыше 1000. У кого таможня будет проходить товар с 1 по 10, как я понимаю, вернут. Со слов, опять же, тех, кто этим занимается. Но не факт. Резюмирую. Baseus Bowie H1 со своей отличной автономностью, корректно работающим активным шумоподавлением и режимом прозрачности, приятным дизайном и качественными материалами действительно достойны вашего внимания. Я не ожидал столь хорошего девайса за такие деньги, а сейчас они стоят неприлично прям дешево. Здесь слово выгодно некорректно. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.